Дополнительные работы при ремонте и отделке жилья. Здесь вопрос, как заказчику при заключении договора обезопасить себя от заранее спланированного нечестным подрядчиком навязывания этих работ. Об этом и поговорим сегодня. Меня зовут Икрам, все самое важное и интересное. Теперь начнем. Перед выполнением ремонтно-отделочных работ в отношении жилья заказчик и подрядчик устраивают правовое взаимодействие посредством заключения соответствующего соглашения, согласно условиям которого подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы, а заказчик произвести за них оплату. Однако на практике часто возникают споры между сторонами договора подряда в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных первоначальной сметой. Такая ситуация возникает, если в процессе ремонта неожиданно выявляются обстоятельства, препятствующие выполнению изначально запланированных работ. Например, стены, ранее обшитые панелями, необходимо облицевать кафельной плиткой, но при демонтаже этих панелей на стенах обнаруживается плесень, а это говорит о необходимости произвести очистку от грибка и протравку антиплесенью, что будет считаться дополнительной работой, без выполнения которой невозможно качественно сделать последующий этап. В результате такие работы влекут за собой увеличение основной сметы. Достаточно частыми являются случаи, при которых ремонтные работы не удается реализовать по запланированному графику и осуществить в предусмотренные соглашением сроки из-за выполнения дополнительных работ. Далеко не всегда эти работы сопряжены с недобросовестностью со стороны подрядчиков. Однако внимательность и предусмотрительность при заключении договора подряда позволит заказчику обнаружить подводные камни и выявить недобрые намерения со стороны недобросовестных подрядчиков. К сожалению, имеет место ситуация, когда обнаруживается преднамеренное злоупотребление со стороны подрядчика при выполнении своих обязанностей по ремонту и отделке жилья, состоящие в том, что при заключении договора подрядчик сознательно умалчивает о наличии очевидных для него работ, не вошедших в смету. Мотивом подрядчика выступает желание получить соответствующий заказ, а в ходе его выполнения навязать заказчику дополнительный объем работ по своим расценкам в расчете на то, что заказчик в ходе идущего ремонта не станет менять подрядчика и согласится на его ценовое предложение без сравнения с альтернативными предложениями на рынке строительных услуг. Не исключен и такой вариант, что сама необходимость проведения предлагаемых подрядчиком дополнительных работ будет мнимой, то есть эти работы на самом деле вовсе не требуются для выполнения задания заказчика. А что самое неприятное, такой недобросовестный подход часто выявляется уже в процессе выполнения договора. Здесь заранее запланированные недобросовестным подрядчиком дополнительные работы и являются особым примером его злого умысла. Нечестным подрядчикам намеренно создаются такие условия, при которых заказчик может оказаться в безвыходном положении, поскольку без дополнительных работ последующий ремонт на каком-то этапе оказывается невозможным, так как, по мнению подрядчика, выполнение этих работ является единственным условием продолжения ремонта. Именно поэтому уже на предварительном этапе до заключения соглашения заказчику необходимо иметь в виду комплекс защитных механизмов, позволяющих противодействовать нечестному намерению подрядчика относительно запланированных им дополнительных работ. Безусловно, существует ряд универсальных способов защиты от злоумышленных действий со стороны подрядчиков. Данные способы связаны главным образом с ознакомлением с отзывами предыдущих заказчиков, а также информацией, публикуемой в общем доступе по результатам судебных разбирательств. Ориентируясь на соответствующие данные, заказчик может получить первичное представление о подрядчике. В частности, здесь речь о том, имеется ли в истории его деятельности случаи заблаговременного планирования дополнительных работ. Рассмотренные в этой части подходы используются, как правило, на этапе выбора подрядчика. Следующим ключевым этапом является подготовка к заключению договора, в рамках которого заказчик и подрядчик непосредственно взаимодействуют друг с другом.
Первое, на что следует обратить внимание заказчику на этапе, предшествующем заключению соглашения, это проекты документов. Здесь оценивается содержание сметы, а также проект договора, в том числе на предмет того, предусматривается ли увеличение расходов. Если в соглашении увеличение расходов не фиксируется, то, подписывая его, заказчик должен ориентироваться на нормы законодательства, регулирующих согласование и оплату возможных дополнительных работ. Очень важно на первых ступеньках показать подрядчику правовую осведомленность, что существенно снизит его стремление действовать злонамеренно, применительно к заранее спланированным дополнительным работам. На предварительном этапе заказчику следует принимать во внимание то, что если в ходе выполнения ремонта возникает потребность в проведении дополнительных работ, которые не отражены в соглашении, и по этой причине увеличивается стоимость всего ремонта, то на подрядчика возлагается обязанность своевременно уведомить об этом заказчика, письменно обосновав необходимость осуществления их. Из этого следует, что заказчик может защитить себя посредством внимательного изучения текста, подготовленного к заключению договора, на предмет наличия или отсутствия в нем пунктов, связанных с дополнительными работами. Если заказчик не согласен на превышение зафиксированной в соглашении общей стоимости ремонтных работ, то он имеет право отказаться от исполнения договора. И в этой ситуации подрядчик вправе потребовать от заказчика оплатить только уже фактически выполненные работы. Кроме того, здесь следует также подчеркнуть и то, что в ситуациях, при которых между сторонами нет письменного согласования объема дополнительных работ и их стоимости, а сам заказчик отказывается оплачивать данные работы, то судебные органы в подавляющем большинстве случаев тоже принимают решение в пользу заказчика. В судебной практике имеют место примеры, при которых суд не согласился с отказом заказчика оплачивать дополнительные работы. Главным образом это связано с чрезвычайными обстоятельствами. Например, когда без осуществления тех или иных дополнительных работ, не зафиксированных в соглашении, создается угроза возникновения аварийных ситуаций, то судебные органы могут признать дополнительные работы необходимыми и вынести решение об их оплате в полном объеме. Здесь возникновение чрезвычайных ситуаций невозможно связывать со злым умыслом подрядчика, поэтому при анализе текста договора следует обратить пристальное внимание на пункты, касающиеся не только дополнительных работ, но и форс-мажорных обстоятельств. Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Многие граждане склонны воспринимать заключаемую сделку как нечто незыблемое, и в этом состоит их ошибка. Сами договоренности можно изменять, дополнять или отменять, но при соблюдении ключевого условия – взаимного согласия. Законодательство предоставляет возможность это сделать с помощью простой письменной формы. А это значит, что стороны имеют право заключать дополнительные соглашения к договору, что является удобным и выгодным для обеих сторон. Ведь даже в ходе осуществления ремонта зафиксированные в соглашении условия можно пересмотреть и адаптировать под текущие обстоятельства. Именно это находится в русле правового поля и способствует предупреждению злонамеренных действий со стороны подрядчиков в отношении заблаговременно спланированных дополнительных работ. В любом случае решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правую сторону вопроса. На этом у меня все. До новых встреч!